Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Приветствую вас на канале. Сегодня я расскажу и покажу, как можно выращивать раннюю полезную зелень без грядки. На этот раз я вырастил пак-чой. В конце видео вы узнаете рецепт, как его можно приготовить в кисло-сладком соусе. Кто еще не подписался на канал, самое время это сделать сейчас. Пак-чой я выращиваю в литровых емкостях. Этого объема вполне достаточно для хорошего результата. Плюсы выращивания пак-чой в горшке в том, что семена можно посеять на месяц раньше. За растениями проще ухаживать, такие растения не повреждают слизни, и растут они в тепличных условиях гораздо лучше. Итак, приступим. Я буду использовать емкость от сметаны. Для подготовки емкости с помощью паяльника в нижней части стакана я делаю отверстие для оттока лишней воды. В один ящик помещается 6 таких стаканов. В зависимости от того, сколько растений планируете посадить, столько стаканов и подготовьте. Насыпаю грунт в емкость. Грунт состоит из смеси торфа и перегноя. А также я добавил туда агроперлита, замоченного в растворе триходермы. Сею по одной семечке в стакан. Можно посеять 2-3 семени, если вы не уверены в качестве семян. Смачиваю сверху 3% раствором перекиси водорода. Это разрушит внешнюю оболочку семени, и ростки быстрее взойдут. Жду 15 минут, пока перекись сработает. Сверху засыпаю грунтом. И поливаю компостным чаем. Можно полить обычной отстойной водой. Таким же способом сею и остальные растения. Сверху накрываю емкости полиэтиленовой пленкой и убираю ящики в теплое место. После всхода растений пленку сразу нужно будет снять. Через 14 дней растение выглядит вполне прилично. Растение поливаю простой водой при пересыхании грунта. Я не проводил еще ни одной подкормки, и для того, чтобы растения двинулись в активный рост, их нужно удобрить. Растения можно подкормить универсальным минеральным удобрением, но химию мне использовать не хочется, поэтому я сделаю органическую настойку на банановой кожуре. Банановую настойку делаю из 2 бананов, залитых водой в 5-литровой емкости, и настаиваю 3-4 дня. Теперь буду проводить подкормку. Для этого просто поливаю этим раствором растения. С водой разводить подкормку я не стал. Для более удобного полива буду использовать лейку.
Поливаю каждое растение до полного смачивания грунта. Таким образом проводим подкормку всех растений. На следующий день растение выглядит очень бодро. Подкормка им пошла на пользу. Так как растениям было маловато места в ящике, я их расставил. Оставил по 3 штуки в одном ящике. В принципе, уже можно собрать первый урожай бэби пак чой и что-нибудь из него приготовить. Вот так растение выглядит через 30 дней. Еще через 5 дней уже можно собирать урожай. При перерастании черешки будут жесткими и волокнистыми. Вот так выглядит наш пак чой через 35 дней после всходов. Я считаю, хороший результат. А теперь из этого что-нибудь приготовим. Будем готовить пак чой в кисло-сладком соусе. Для этого нам понадобится репчатый лук, чеснок, топленое масло, соевый соус, кунжутное масло, сок половины лимона, кукурузный крахмал. Нарезаем лук. Измельчаем чеснок. Отделяем черешки пак чоя от зеленой части. На сковороде на топленом масле обжариваем лук с чесноком. И в это время готовим кисло-сладкий соус. 80 мл теплой воды,
25 мл соевого соуса, 15 мл кунжутного масла, сок половины лимона, 10 грамм кукурузного крахмала. Перемешиваем. Добавляем в лук черешки пак-чой и обжариваем 2 минуты. Добавляем листья и обжариваем еще 1 минуту. Выливаем соус и готовим еще минуту. Готовые блюда приправляем черным перцем, добавляем сахар, соль по вкусу. Присыпаем жареным кунжутом. Приятного аппетита! Я надеюсь, видео понравилось. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всего хорошего, удачи, увидимся!